Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live, и здесь только подробные обзоры. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет, и сейчас вы наблюдаете iQOO 12, который Vivo, который не Pro с плоским экраном, как он может снимать на основной модуль. Работают его родные микрофоны, не включено усиление голоса. Вот сейчас я включу усиление голоса на какое-то время, чтобы вы ощутили разницу. После этого, разумеется, я его вырублю. Таких обзоров одним кадром с основного модуля у меня на канале уже очень много. И все обычно снимается в 4К 60 FPS, если смарт способен это делать. Не забываем подписываться на канал с колоколом и писать, чтобы я продолжал это дело, потому что, как вы понимаете, это очень сильно поедает просмотры с основного канала Польза.нет. Напоминаю, что на основном канале Польза.нет у меня 431 тысяча уже нас подписчиков. Я надеюсь, что вы на него подписаны тоже. На него теперь уже я выгружаю сначала на него обзор, а потом обзор одним кадром. Почему? Потому что и правда поедает это дело просмотров очень много. Напоминаю, что уже обзор есть, и уже его за 14 часов посмотрело 20 тысяч человек. Это на вопрос, а кому нужен этот смартфон? Следующий момент, как мне правильно написали в комментарии под полным обзором, что Саня, я вижу, что ты 50 раз напоминаешь, что iQOO по продажам обогнали OnePlus. Что за неровное дыхание? Посмотрите, сколько я делаю лет обзора на iQOO. Мне кажется, что вот если брать Realme, даже китайский, я стал, может быть, в числе первых, а на iQOO прям вообще почти самый первый из более-менее средненьких блогеров делать обзоры. Так что имею право рассказывать об этом деле с улыбкой, потому что рассказываю уже несколько лет. Определенные проблемы у него так и остались. Не забудьте подписаться на телеграм-канал «Скидок взаимопомощи», мой личный телеграм-канал. Разумеется, на этот канал с комментарием каким-нибудь. И начнем. Первое. iQOO 12. Что это такое, с чем это едят? Есть у нас концерн BBK. В него входит Vivo, Oppo, Realme, OnePlus. И когда-то OnePlus был, помимо OnePlus еще несколько брендов входит, просто я назвал вам самые ходовые. Сейчас он снимает, кстати, против солнца, ему совсем плохо. Напоминаю, что, по моему мнению, iQOO 12, несмотря на то, какие вы примеры уже видели, скорее всего, в интернете, не самая лучшая камера, но вы должны узнать, во всяком случае, увидеть, как она в тех же условиях обстановки, в которых я гонял уже 40 подобных смартфонов, будет отрабатывать. И как будут отрабатывать ее микрофоны. Так, усиление голоса отключено. Сейчас основной модуль работает на ультраширик в 4К. Разумеется, перейти нельзя. И я расскажу вам основные моменты. Первое. Он идет с у нас 120-ваттной зарядкой. Второе. Иногда он заряжается за 30 минут, иногда он заряжается за 24 минуты у меня даже получалось. И эта 120-ваттная зарядка, она идентична той же, которая идет, что очень знаково, с Vivo X100 Pro. Ctrl-C, Ctrl-V, то есть вообще одинаковые они. Помимо этого идет с ним силиконовый простенький чехол, у версии Pro он покруче. Если говорить про, есть iQOO 12 Pro, на него уже был такой же обзор одним кадром. Есть вот этот iQOO 12. Я особо сильно вас сегодня перегружать информацией не буду по поводу этого устройства. Почему? Потому что в первую очередь мы помним, что iQOO создавался как концерн, который будет создавать дешевые игровые смартфоны. И по большому счету у него все это дело получается. Да, вы сейчас смотрите на цену iQOO 12 и думаете, Саня, ты кукукнулся. Но помимо iQOO 12 у меня уже были обзоры на Z8, Z8S на IPS экранах, часть из них. И посмотрите ценники на них. И в Поднебесной, и даже на Алишке, и там все волшебно. Так вот, чехол, зарядка, которая заряжает максимум за 30 минут. Там можно, разумеется, включать вариант быстрый. Вообще, это довольно интересная история, зачем Vivo и iQOO делают одинаковые смартфоны, примерно так же, как зачем OnePlus и Oppo делают одинаковые смартфоны. У них до такой степени похожа оболочка, что ты просто теряешься. В целом, комплект шикарный, коллаба с BMW, везде этот значочек. Дальше, переходим к физике. У нас здесь нет мини-джека, разумеется, но есть инфракрасный порт. Из особенностей у нас здесь прямой экран, плотность пикселей 450 ppi, она очень классная. Яркость экрана 900 с лишним, почти 1000 люксов, 930 люксов почти.
Вот, и помимо этого еще и он практически яркость не сбрасывает в игре. Он сбрасывает яркость до 840 люксов. И это очень даже хорошо. Почему? Потому что он 90 FPS в PUBG держит. На лайв-канале вы также можете посмотреть пример того, каким образом я его гонял в PUBG New State. Поедает он, конечно, неприлично много, 30% заряда в час. Но при этом FPS он не сбрасывает. Правда, он сбросил частоту стриминга. Точнее, не частоту, а разрешение при стриминге. По идее, он должен был стримить в 1080p, а он стримил в 900p. Ну, такой лайфхак. 892. Но при этом он не перегревался. И повторяюсь, что ни FPS у него не сбрасывалась. Яркость сбросилась незначительно на 100 люксов. Если говорить про камеры. Примеров фото у меня в моей личной телеге уже много. Я не разделяю восторгов в сравнениях, допустим, смартфонов с какими-то его конкурентами по съемке. Почему? Я сейчас вам объясню. Я могу также сфотографировать на C65 в определенных условиях, на Poco, либо на этот смарт. И вы, возможно, даже выберете Poco. Это раз. Два, как мы прекрасно знаем, люди уже красят не только фото, но и видео. И в примерах тоже. Поэтому смотрите, оценивайте, где у вас реально скинут вам примеры этих видосов, этих фоток. Я ничего не крашу. Может быть, даже в первую очередь, потому что мне лень. Во вторую, потому что мне не важно, в каком магазине вы купите. Глубоко все равно. Главное, вернитесь на канал и подпишитесь. Это был X5 максимум. Разумеется, на фронталку переключать нельзя. Если говорить про фотовозможности, здесь классная X100. То есть вы можете на X100 приближать. Разумеется, цифровое увеличение. Особо в какое-то железо я заползать не буду. Почему? Потому что вы должны запомнить несколько моментов. А для чего вы сюда пришли? Ну, 99% для того, чтобы увидеть, как работает основной модуль в стандартных для него условиях обстановки. Повторяюсь, что несколько десятков смартов. Я также с ними ходил на жестком штативе, на селфи-палке, без стабилизатора. Хотя у меня есть DJI с стабилизатором и селфи-палкой. Но мне кажется, такой тест лучше. Так вот, бенды здесь все есть. 7-й, 20-й бенд для 4G имеются. Это раз. Два. Русский язык есть. Да, при желании можно найти все равно китайский. 3. Кастомизация шрифта. Сложное очень занятие, но это возможно. 4. Помимо того, что здесь есть русский язык и все бенды, вы должны помнить, что проблемы, как мне правильно пишут, будет с гарантией, потому что есть он на Фантече, в Индии продается IQ 12, но он ничем по большому счету по прошивке не отличается. Чем он отличается, допустим, для нас и для представителей Индии, которые купят в Индии этот смартфон? Тем, что у них будет гарантия официальная, у них будут сервис-центры, а в России это чуть-чуть сложнее. Плюс вы должны помнить, что здесь практически нет защиты от влаги, она номинальная, никаких там IP68, но у нас здесь прямой экран, минимальный подбородок, он все-таки есть, довольно крупненькая для флагманов фронталка, но, повторяюсь, волшебная плотность пикселей в 451 ppi. 144 Гц экран, который вы не увидите практически нигде, потому что у нас таких программ по минимуму, но запас это всегда хорошо, может быть, они и появятся. Нет направленного микрофона и, по большому счету, все, что нужно знать об этой железке. Почему? Потому что я сравнивал его для вас с iPhone 15 в ролике, всегда а-ля топовые андроиды. Почему а-ля? Потому что это все-таки, считайте, не топовый андроид. Топовый у нас какой, правильно? IQ 12 Pro. Но язык у меня не поворачивается назвать их топовыми, потому что у них на фронталке 1080p. Здесь вообще 1080p 30 FPS, чтобы вы понимали. И, ну, это печально, но факт. Почему? Потому что это классификация сразу смартфона как игровой. Следующий момент. Если брать про оповещение. Первое. По оповещениям не все так просто. Во-первых, прошивка здесь не так круто кастомизируется, как MIUI. Это вы увидите и в форумах,
то есть на какие-нибудь там, не знаю, оповещения на Оде настроить непросто. Второе. По поводу оповещений. Люди, которые не пользуются айкушками, они пишут, что вот я дал разрешение программе, она работает. Она работает сегодня, какой-нибудь мессенджер. А какой-то может не работать, а какая-то программа может не работать. И говорить, что завтра у вас эти оповещения не будут работать и не появится снова китайщина при очередном обновлении, это такое себе. Если вы заползете в форумы, вы все правильно прочитаете, что нужно через аташку подключаться, отключать какие-то вещи в смартфоне. Если вы готовы копаться, здесь все отрубается. Все подрубается, но вполне возможно, вам необходимо будут эти манипуляции проводить несколько раз. Нужно ли это вам? Я не знаю. Я думаю, что не особо. Потому что когда ты тратишь 50к, ну, вполне возможно, ты, может быть, хочешь чего-то большего. Я iQOO 12 советую. Это классный игровой смартфон. Первый нормальный на Snapdragon Gen 3 после OnePlus 12, но он по стоимости значительно ниже. Почему мне пишут, что вот OnePlus 12 же топ? А чем он топовее? Камерами? Ну да. А не настолько он и круче. Если говорить про картинку, вот они, 12 минут мы уже снимаем. Я не скажу, что здесь лучшая видеосъемка, она здесь хорошая, автофокус отличный, но в постпродакшене, когда я уже смотрел итоговые результаты, у меня к камере вопросов больше, чем ответов. И если говорить про игровые смартфоны, как игровой он топ. Как флагман, повторяю, что для меня классификация, что у него нет беспроводной зарядки, нет защиты от влаги, автоматически выкидывает его из категории флагманов, а учитывая, что даже у китайцев, даже у Xiaomi уже появилась 4К на фронталке, даже у Oppo Find X6 Pro, кстати, пусть даже не чистые 4К, но они появились при обновлении. Vivo с его 1080p 30 FPS даже в каком-то смысле до субфлагмана не дотягивает, хотя с точки зрения игровых перспектив и способностей чистой воды флагман. Стерео топовое, вибро мега крутое, прямой экран с тачем просто волшебный, и претензий к нему как к таковому быть не может, потому что это лучший на данный момент смартфон на Gen 3 по оптимизации из того, что я держал в руках. 3D Mark он у меня проходил без перегрева, а если брать Antutu, 2 миллиона он выбивает, и в целом девайсу от меня однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом, хотя, опять же, здесь смотря как смотреть. Яблоки тоже, если использовать для игр, то только с кулерами надо. Людей много, не буду им мешать. Добра и удачи вам, дорогие друзья.